Всем привет! Сегодня я хочу показать вам всходы моих растишек. Все всходы, которые я сеяла на протяжении всей зимы и в начале весны. Начнем с петуний. Петуньи разные развиваются неравномерно. Есть и совсем маленькие. Но этим петуньям, наверное, еще нет месяца. Совсем малюсенькие. Есть побольше. Это петунья богиня и петунья бургунди и дабл каскад. Этим петуньям уже чуть больше месяца. Развиваются они хорошо. Подкармливаю я все свои растения через раз. Один раз минеральным удобрением, один раз органическим. И вчера я сбрызнула все свои растения по листу, удобрением по листу, чистый лист. Есть у меня вот такой цветок. Это он вырос вместе с петуньей. Я даже не знаю, что это за цветок. Может, это какой-то сорняк, но он прекрасно развивается, прекрасно растет. Может, кто знает, от какого цветка это может быть сеянец, подскажите, пожалуйста. Посеян был вместе с петуньями. Дальше идут колиусы. Колиусы взошли, ну, может, 80%. И такие хорошие уже колиусы есть уже с листиками, которые берут свою окраску. Есть вот такой колиус. Ну, я не знаю, что это за колиус. Он больше похож на крапиву. У него стебель с колючечками с такими. Может, это и есть крапива. И вот еще один такой. Может, это какой-то сорт колиуса. Ну, будем смотреть. Колиусы тоже развиваются неравномерно. Есть и совсем маленькие, есть и побольше. Вот такой сорт колиуса есть. Это была смесь колиусов, поэтому я название каждого сорта не знаю. Им 2 месяца. Вот по этим скажешь, что им 2 месяца. А по этим, по малюсеньким, селись в один день. Но почему-то всходы очень маленькие. Хотя подкармливаю, грунт один и тот же. Подкармливаю их одинаково. Развиваются совсем по-разному. Дальше у меня идет мой декоративный перчик. Я его уже пересадила. Хорошо развивается. Нареканий у меня на этот перчик нет. Это у меня на проращивание поставлена пеларгония. Вот в этой баночке еще совсем нет корешочков. Совсем недавно я ее поставила. Ну, скоро будут. Гипсофила. Я ее сеяла в самодельные стаканчики. Уже сделала пикировку. Корневая система у нее хорошая. Вегетативная масса совсем плохо развивается. Им около 2 месяцев. Не нравится мне, как она. Может, она сначала наращивает корневую массу, потом вегетативную. Это у меня идет лобелия. Я уже ее тоже перепикировала в большие стаканчики. Сеяла в самодельные из подложки под ламинат. Ну, не понравилось мне, как растение себя чувствует. И я его перепикировала по большим емкостям 0,5. Совсем по-другому стало расти, чем в тех емкостях из подложки под ламинат. Это у меня хурма. Вот уже начинает. Это годичное растение. В прошлую зиму посадила косточку в грунт. И вот ему годик. Вот уже начинает весной пускать почки. Это перчик для еды. Ему 6 дней всего. Еще нет по паре листочков основных. Ну, он себя прекрасно чувствует. Все хорошо. Дальше идут бальзаминчики. Бальзаминчики шикарные. Повытягивались, растут, зеленеют. Им хорошо. Но на днях я все равно их буду переваливать в большие емкости. Потому что сейчас вам покажу вот в таких маленьких рюмочках 100-граммовых. И вот такой большой бальзаминчик. Я его буду уже пересаживать. Стаканчики
с объемом 0,5. Потому что корневая у них уже хорошая. Я смотрела. Вот сейчас покажу в прозрачном стаканчике. Вот уже есть корешочки. И нужно краем их пересаживать. Очень длинные, очень вытянулись. Буду пересаживать, заглублять в землю до половины стебля. Не знаю, когда их нужно пикировать. Растения я выращиваю первый год. Нужно их пикировать, не нужно. Когда пикировать, не знаю. Буду смотреть сама по своему выращиванию. И покажу вам 5 бальзаминчиков, которые у меня стоят на карантине. Почему на карантине? Наш собака открыл двери носом своим и пришел, их понюхал. Он у нас большой, достает выше стола, на котором стояли у меня бальзаминчики. И он их понюхал, и пришлось вот этот срезать и еще вот еще этот один. Вот они у меня стоят. Не знаю, пустят они корни или не пустят. Ну, вроде бы в интернете смотрела, у женщины там корни по видео пустили. Ну, будем надеяться. Пропадут, значит пропадут. Эти я тоже пересажу. Они вроде бы поднялись нормально. После того, как их понюхал наш пес. Вроде бы поднялись. А этот я прищипнула. Нет, не этот. Сейчас покажу, какой прищипнула. Вот этот я прищипнула. Прищипнула, чтобы посмотреть, как он будет себя чувствовать. Но я смотрю, начинают прорастать опять листики там. В общем, буду смотреть сама. Если он будет себя прекрасно чувствовать, нарастать, значит, поприщипываю другие. А пока я все бальзаминчики пересажу в емкости побольше 0,5 литра. Это у меня алисум. Ему чуть больше месяца. Тоже есть, которые хорошо развиваются. Есть похуже. Есть совсем малюсенькие. Вот как такой. Вот такой. Есть побольше, которые уже выпустили настоящие листочки. Эти листочки очень хорошие. Алисуму чуть больше месяца. Всех подкармливаю, все свои растения подкармливаю одинаково, в одно и то же время, одними и теми же удобрениями минеральными, органическими через раз. Может где-то тепло, может где-то прохладно. Но еще я не могу определить, что им лучше, этим растениям. И вот еще хочу показать бегонию. Из всех бегоний взошла только одна. И такая она малюсенькая. И совсем не хочет развиваться. Вот, ну я не знаю, что мне с ней сделать, как мне ей помочь. Вот такая манюсенькая. Я уже ее поставила на солнышко. Думаю, может прогреется и будет лучше ей. Следующее. Пока просроченные семена цветов, которые я сеяла 9 марта. Взошли они 12 марта. Это агератум. Смотрите, как взошли просроченные семена. У меня есть видео, в котором я их сеяла на моем канале. Смотрите, если кому интересно. Хорошо развиваются, прекрасная рассада. Немножко подрастут и буду пикировать. С агератумом вместе я сеяла ливкой. Тоже просроченные семена. 9 марта села. Всходы появились 15 марта. Вот им сейчас 5 дней, но взошли семена не все. 5 или 6 семян взошло. Это семена просроченные, мне было жалко их выкидать. Я посеяла на авось. Авось зайдут. Ну вот что взошло, то будет расти у меня в саду. Дальше покажу вам пеларгонию, которую я пересаживала. Готовила к новому сезону. Обрезала не более 5 сантиметров. И смотрите, сколько уже листиков. Это оставался старый листик, а это уже все молодые. К маю месяца это будет очень пышный, красивый куст
и уже будет цвести. Также я посадила пеларгонию в вот такой ящик. Он будет у меня стоять на подоконнике. И уже тоже начинает отрастать. Совсем малюсенькие листочки, но они уже есть. Эти отросточки я сажала уже с листочками. Маленькие отросточки, но уже были с листочками. Пеларгония себя прекрасно чувствует. Будет расти дальше. Вот у меня еще пеларгонии стоят в горшках. Огромные, громадные. Все никак у меня не дойдут руки, чтобы пересадить их, обрезать, подготовить, обновить эти растения. Хочу развести вот такой цветок. Он мне очень нравится, цвет очень красивый. Есть у меня еще вот такой, в основном все красные, полные такие пеларгонии. Эти отличаются по цвету. Этот идет оранжевый, а этот темно-розовый цветок. И вот где-то в этом горшке у меня еще будет цвести белая пеларгония. Вот я их хочу развести, чтобы у меня их было немножко побольше. Разбавить насыщенно красной пеларгонии вот таким цветом. Начинает всходить настурция. Очень долго она у меня всходила. Я ее сеяла сухими семенами в почву, и она очень долго лежала. Поэтому советую настурцию, прежде чем посеять семена, замочить 15 минут в кипятке, после на сутки в воде комнатной температуры. Семена размягчаются, оболочка размягчается, и у них появляются быстрее всходы. Моя же настурция сидела в грунте почти месяц. Я ее посеяла февраля, и вот только-только начинаются всходы. Совсем малюсенькие. Вот один только появился. Самый быстрый, самый ранний. Будем ждать других всходов. Вместе с агератумом и сливкоем я сеяла неизвестный цветок. Это был день эксперимента. Я посеяла два цветка просроченных и один неизвестный, который собрала семена сама. Левкой и агератум взошел. Этот цветок пока не всходит. Семена лежат в почве 11 дней, и пока не вижу никаких всходов. Если в течение месяца ничего не взойдет, я просто выбрасываю эту землю. По всей видимости, этот цветок размножается водками или черенками. Сейчас выйду на улицу и покажу вам свои цветочки, которые скоро будут цвести в открытом грунте. Это у меня вьющаяся роза. Уже такие хорошие листочки. Целый ряд роз. Я их накрыла, потому что днем плюсовая температура, а ночью постоянно мороз. И я боюсь, что они просто пропадут. Смотрите, какие уже листочки. Я боюсь, чтобы они не замерзли. Поэтому на вечер я их накрываю. Вот, смотрите, как хорошо пошла роза. Эти я не накрываю, они находятся вблизи теплотрассы, поэтому замерзнуть не должны. Здесь у меня большая, огромная вьющаяся роза. Название не помню ее, но это тоже не замерзнет, она уже много лет. Я думаю, она выдержит. А эти маленькие розочки я сажала осенью, поэтому для предосторожности я их накрыла. И вот здесь у меня совсем маленькие розочки, почвокровные, такие совсем малюсенькие, тоже я их осенью сажала. Поэтому сейчас, чтобы мороз их не попортил, я их прикрываю всевозможными приспособлениями. Сегодня я пересадила крокусы, которые были подарены мне 8 марта. Целый ряд крокусов. Это у меня ромашка уже большая. Скоро корона цветет. С зимы виола. Пригрело солнышко, и она резко распустилась. Скоро будут цвести гиацинты. Выходит лилия уже. Множество тюльпанов. Как только розы зацветут, я вам сниму видео и покажу, расскажу все названия роз. Просто сейчас я не помню.
Вот у меня уже тюльпанчики начинают расцветать. Это очень ранние тюльпанчики. Где-то был еще один. Сейчас уже и не найду. А вот он. Этот совсем первый расцвел. Самый-самый первый. Накрыла свои гортензии. Тоже дала им доступ воздуха. Подложила под одну сторону деревяшки, чтобы циркулировал воздух. Гортензии немножко у меня примерзли. Хотя я их укутывала хорошо. Только нижние почки распустили листочки, только нижние почки. Это нужно будет все обрезать. Это гортензия у меня позапрошлого года, но тоже уже появляются почки, набухли, появляются листочки. Сейчас надо будет, вечером нужно будет ее тоже укутать, чтобы не побило морозом. Обычные тюльпанчики уже много бутонов. Скоро тоже будут цвести. Вот. Везде, на каждом цветочке есть бутончики. Всходят пиончики. У меня здесь розовые, белый пион. И дальше туда к огороду идет бордовый пион. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.